Болит грудь, спина болит. И вообще кажется, что грудное вскармливание – это какой-то сплошной ужас. Вам знакомо? Тогда это видео для вас. Я проходила через этот опыт уже 4 раза, у меня 4 детей, и с каждым ребенком я находила какие-то маленькие предметики, секретики, которые мне помогали на этом пути. В этом видео я с вами ими и поделюсь. Всем привет! В кадре Симона, мама 4. В этом видео я вам расскажу о 5 предметах, 5,5, скажем так, которые мне действительно помогли на этом пути грудного вскармливания. И мой путь был, наверное, от самого ужасного, когда у меня трескались соски, кровь была, мне было ужасно больно, я это бросала, забрасывала, заново начинала, не приближалась к ребенку без обезболивающего, перепробовала всяческие разные средства, но в итоге все-таки ребенок за ребенком я находила такие небольшие предметы, которые действительно облегчили мою жизнь и спасли меня. Сейчас обо всех я вам по порядку расскажу. Итак, первый мой секретик очень маленький, но очень важный и, наверное, даже самый важный. Это такие серебряные вкладки на грудь, вкладыши, которые накладываются, в общем, на сосок и защищают его от всего. Я перепробовала силиконовые вкладки, я пробовала вот эти диски по типу ватные, да, которые должны защищать, но в итоге, когда молоко засыхает, сосок прилипает к этому, вот ты его отдираешь, то это еще все с кровью запекается, в общем, ужасно. Антиреклама грудного вскармливания, но с этими серебряными вкладками действительно у меня жизнь лично изменилась, потому что остаются какие-то капельки молока, и само молоко грудное так и работает, что оно заживляет кожу, это лучше всех кремов. Я перепробовала все крема, честное слово. Это единственное, что мне помогло, то есть вы его просто вставляете в бюстгальтер, они бывают 2 размеров, поэтому вы должны подобрать под свой размер. Они действительно работают чудесным образом. Сразу же оговорка, что это никакая не реклама, я не знаю, наверное, разные фирмы их делают, у меня фирма вот такой Koala Baby Care. По поводу силиконовых вот этих вкладок, если честно, я ими пользовалась, они как-то немного, может быть, убирают боль, но надолго они вообще не работают. Во-первых, потому что ребенок правильно не прикладывается и, возможно, потом не приложится у вас к груди, не высасывает нужное количество молока, поэтому у вас пропадает молоко. Если честно, это не работает. Главное, чтобы заживал сам сосок. Поэтому я вот и говорю об этих серебряных вкладках, вставках, которые, просто для меня лично сделали чудеса. Следующий предметик, который мне помог, это молокосборник для молозива. Такие маленькие колбочки силиконовые. Возможно, они вам пригодятся только в первую неделю, но мне кажется, это того стоит. Сейчас покажу, как это выглядит. Вот такая вот колбочка, вы ее открываете и просто подставляете под грудь, под сосок и, в общем-то, собираете все молозиво, которое каждая капелька, как вы знаете, на вес золота. Самое важное первое молоко, оно прям целительное для детей, поэтому жалко терять его. Я не знаю, как в разных странах, наверное, по-разному работает, но, по крайней мере, в Англии выдают такие шприцы, шприцы, да, просто обычные, без иголок, естественно, и ты в него пытаешься поймать эти капельки. Это в случае, да, если ребенок тоже не прикладывается, или у вас в первые же дни не приходит молоко обычно приходит к 3-му дню после рождения ребенка. Вот именно в эти дни это очень полезная штучка. У вас ничего не падает никуда мимо. Я так собирала достаточно хорошо, и ребенок прекрасно это все ел. У меня фирмы Хака, но бывают разные, да? Итак, 3-й предмет, который мне очень пригодился, и я о нем узнала только к 3-4 ребенку. Это молокосборник, вкладка. Вот бывают такие поменьше, потоньше, побольше, в зависимости, сколько у вас там выходит молока. Для чего они вообще? Те ситуации, когда вы кормите ребенка одной грудью, чаще всего из второй груди выливается много молока. Лично у меня так бывало. Ты вся в итоге мокрая, тебе нужно переодеваться, ребенок весь тоже намок. Эти вкладыши, которые собирают, да, молоко лишнее, перемокают, и все равно все это выливается, и просто вы выкидываете это молоко. А это чудесным образом тебе собирает 10, 20, 30 экстра миллиграмм, которые ты можешь потом сохранить, заморозить или просто дать из бутылочки ребенку. Это прекрасно, я считаю. Поэтому, во-первых, не пропадает ваше молоко, во-вторых, все в сухоте и счастливы. Девушки, отвлеку вас буквально на минутку, просто хочу задать один вопрос. Ребенок ваш спит всю ночь? Ребенок ваш ест все, что вы ему предлагаете, и у вас нет никаких с ним проблем? Вы просто идеальный ребенок, тогда просто пропускайте эту информацию мимо своих ушей. А если же все-таки у вас какие-то моментики волнуют, то тогда я приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал, где я с вами поделюсь гайдом на самые частые родительские ошибки. Там вы сможете проверить себя, где вы, возможно, упустили какой-то момент. Или если у вас еще нету малыша, то это очень будет полезно, потому что лучше избежать каких-то ошибок, которые приводят к каким-то последствиям
будущем. А это очень просто. Пока ребенок маленький, просто нужно соблюдать некоторые правила и избегать ошибок, которые довольно часто родители повторяют. Например, как засыпать с ребенком, укачивать ребенка на руках и вот такие вот всякие штучки. Поэтому, если вам это интересно, подписывайтесь, пожалуйста. Очень скоро с вами поделюсь очень ценной и интересной информацией. А теперь очень важный предмет – это молокоотсос. Я считаю, что он должен быть у вас, потому что, если вам куда-то нужно отойти или вы работать планируете рано, например, и можете заморозить молоко на будущее. В общем, это на все случаи жизни. Конечно же, не нужно переусердствовать. Вы знаете это правило, сколько ребенок съел молока, столько и приходит. Я держу в руках, как вы увидели, вот такой силиконовый молокоотсос, который просто спас мне жизнь. Но сначала комментарий о стандартных таких классических молокоотсосах. Я их тоже пробовала, и ручные, и электрические, и всячески возможные, и мне они были очень неудобны и приносили много боли. Особенно тот, который всем советуют, Медела. Мне кажется, он не работал ни для меня, ни для большинства моих подруг. Вообще просто какой-то, не знаю, агрегат ужасный. Если вы хотите электрический, то я бы выбирала по типу Lactea Smart Light. В общем, по 5 минут каждая грудь, и за 10 минут вы набираете все возможное молоко. И что важно, без боли. Но для меня лучше всего, я уже со второго ребенка, на втором, третьем и четвертом, я уже не пользовалась электрическим, если честно, молокоотсосом. Я использовала вот такой вот силиконовый. Действительно потрясающая вещь. Некоторые мои подруги, которым я рекомендовала, для них он не сработал, но для некоторых тоже, как и для меня, просто было прекрасное решение. Поэтому он недорогой, вы можете попробовать и посмотреть 5 минут на одной груди, 5 минут на другой, и у меня полная вот такая вот чаша. У меня вообще не размеры Памелы Андерсон, но вот действительно она очень хорошо вытягивает молоко. Можно сразу при этом даже купить 2, каждую на одну грудь. Нужно не забывать, что нужно поддерживать, потому что хоть он пересасывается к груди, иногда у меня были такие ситуации, когда она откреплялась, и у меня падало все мое драгоценное молоко. Поэтому я в итоге пользовалась одна грудь 5 минут, вторая 5 минут, и ничего, за 10 минут, в общем, все счастливы. Еще чем удобна эта штучка, что вообще можно ее брать с собой куда угодно. На работу, можно на работе отсадить. Вот я, например, часто в Лондон езжу на съемки, в перерывах, так, между съемок, удобно отсадить молоко. Любая ситуация может быть. Поэтому, в общем, это очень удобно, легко и просто. У меня фирмы тоже Хака, она мне нравится, но в целом я видела много аналогов, вы наверняка можете найти, я думаю, что они абсолютно так же работают. Ну и мы переходим к 5-му, последнему пункту. Здесь я объединила 2 предмета и 2 больших предмета. Все, что касается нашей спины. И это очень важно при грудном вскармливании. Поверьте мне, при кормлении первого ребенка я забила на все, кормила где попало, как попало, вот в позиции вот такой вот зю. И в итоге, в общем, массажист мой был очень доволен, потому что я ему повысила бюджет на год. Если вы не хотите пополнять бюджет вашего массажиста, то я советую лучше вложиться в хорошее кресло. Да, это, наверное, самое дорогое из всего того, что я сейчас перечисляла, но даже если это на 6 месяцев, если у вас нету места в доме, я не знаю, где-то найдете это место, пусть оно 6 месяцев побудет в вашем доме, и вы увидите, какая большая разница. Ваша спина вам скажет спасибо. Ну а второй предмет, может быть, он немножко поменьше и полегче, тем не менее, это подушка для кормления. Я скажу, что я кормила разными подушками, которые попадались мне просто обычными подушками, но все равно они в итоге не так удобно, они не подстраиваются. Но когда я попробовала подушку такой в форме полумесяца, действительно, это так удобно и легко. Одним словом, когда вы в удобной позиции, когда вы расслаблена, во-первых, ребенок не нервничает, вы не нервничаете, я рекомендую максимально удобно оборудовать место, где вы будете кормить ребенка молоком, потому что все-таки в первые месяцы это то, чем вы больше всего будете заниматься. Ну вот и все. Лично для меня эти предметы, о которых я вам рассказала, действительно мне очень помогли. Надеюсь, что и вам они помогут. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Я буду стараться делать много полезных и интересных видео. Пока-пока!